Представители знака зодиака Скорпион. Скорпионы, мои дорогие, здравствуйте. Колесо фортуны. В чем вам повезет? В этом видео мы используем две колоды. Колода Таро, Таро добра, которую прорисовала великолепная художница и таролог со стажем Колет Барон Рид, и она подает значение, образы карт с позиции позитивной психологии. И более про событийный ряд нам расскажут карты пасьянса. Вот давайте узнаем, что это будет. И если мы с вами говорим о периоде, который можем рассмотреть, я не думаю, что это очень далеко. Скорее, где-то 1-2 недели. Ориентировочно до середины июля. Конечно, будем реалистами, у кого-то вообще может не совпасть. Но я надеюсь, какой-то альтернативный вариант развития событий вы можете предположить. Или какую-то свою стратегию просчитать. Итак, давайте на Таро спросим, что же вам будет помогать? Какие энергии за вас? Как видят карты, чтобы решить ваши вопросы или какие-то злободневные проблемы, у каждого свое. Что же вам будет помогать? Вот очень, кстати, хорошая карта и очень хороший посыл. Паж Земли. В этой колоде это означает твердое намерение процветать. И это не просто слова. Можно, смотря как мы к нашим словам относимся. Так вот, и планетарно даже, мои дорогие скорпионы, хотела сказать еще до карт, до того, как достала. Ведь, по сути дела, скорпиону ничто не мешает. На период июля дважды ничто не мешает. И где-то этот задел до конца 2024 года. Одно препятствие – вам не мешать самим себе. Потому что все то, что внешне, оно для вас преодолимо. Вы сильные люди. Но есть такой момент, когда придется договариваться, мои дорогие. Может быть, даже с теми, кого видеть не хочется, то я могу такое тоже предположить. Это очень сложно сделать психологически, где-то не то, чтобы наступить на горло собственной песни или переступить через свои принципы. Нет, конечно. Но в себя поселить такую мысль, что я себе не должен или не должна навредить, и людей я не изменю. Ведь, по сути дела, Скорпион – великий манипулятор. Он маг и волшебник. Так вот, с таким заделом, посылом на как минимум полгода, если вы подойдете как концепция и намерение процветать, любым образом я должен себе не навредить или договориться с людьми. Вторая половина как раз года, мы хоть и рассматриваем 2 недели, но очень концептуально, где-то в резонанс с планетарным гороскопом для вас, когда действительно основное препятствие где-то будет через общение с людьми. Так вот, паж Земли, когда мы хотим осуществить какой-то план, самый, может быть, невероятный, самое главное, это тот результат, который мы получим. Вот такое намерение, если вы себе поставите, нет препятствий. Что еще вам будет помогать? Тройка воды, и будет праздник. Прекрасная карта радости, вдохновения, каких-то добрых эмоций. И, может быть, стоит только первый шаг сделать, где-то обойти острые углы. Или, ну, не доказывать, или не расширять дистанцию какого-то конфликта, а, возможно, где-то и отпустить ту или иную ситуацию. Хотя бы внутри себя самого. И эта карта – праздник, дружба, общая цель, радость и, по сути дела, праздник после победы. Вот это все помогает. Скорпиону стоит только улыбнуться. У вас волшебная улыбка. Особенно если вы, мои дорогие скорпионы, смотрите собеседнику в глаза. Ваш взгляд у большинства из вас – это действительно как у мага. И если в этот момент скорпион улыбается, не натянутой улыбкой, а вот так, чтобы чувствовалась искренность. Человеку он у вас уже в кармане. Есть за скорпионом такая особенность. Семерка воздуха, и как раз она говорит о том, что придется договариваться со всеми. Вы не можете, с одной стороны, ослабить хватку в каком-то деле. Нет, люди будут разные.
Вас могут пытаться обмануть, вас могут пытаться обвести вокруг пальца, мои дорогие. Может быть, ну, какая-то кокосная среда или злое окружение, правда. Но по этой карте мы именно договариваемся. Не случайно наша девушка-ангел, она среди разных птиц. И утки, и гуси, и голуби. И о чем эта карта говорит? С одной стороны, держать дистанцию, быть на своей волне. С другой стороны, не реагировать на то, что, к чему нас пытаются склонить люди. Основной посыл по этой карте, как вот твердое намерение процветать, мы говорим, по пажу земли. А здесь твердое намерение, как жить независимо, по своим правилам, не удовлетворяя чужие ожидания. Но и дипломатия, иначе мы не увидим выхода. Вот конкретно такая трактовка карт. Вот это все то, что вам помогает и где-то подтверждает наши гороскопы. Итак, что же по событиям? Давайте рассмотрим. По возможным событиям. Карты пасьянса. И я смотрю, какие значения совпадут, и вы тоже смотрите. Если я что-то прошляпила, напишите, обсудим, отвечу. Итак, что же для Скорпиона, мои дорогие Скорпионы? Как видят эти маленькие карты с их рандомным выбором развитие событий для вашего знака? Смотрим. Сдвину немного. Не вижу пока совпадений. Ну, вот, к сожалению, вот смотрите. Теперь вижу. Вот какое-то разочарование сердца, да. Это как у нас идет, как по тройке мечей. Какой-то болезненный опыт. И правда, который вы, мои дорогие Скорпионы, попросту не должны повторить. Возможно, вам придется сталкиваться с тем человеком, как я уже говорила, и даже планетарно, кого мы не хотим видеть. Или, знаете, какая-то крупная ссора, размолвка, крупная, ну, с важным человеком недопонимание. Может быть, у кого-то как несчастная любовь все-таки сердце. Это та история, которая не будет за эти 2 недели, а это то, что уже это произошло. Но, видимо, контакты какие-то с подобным человеком у вас могут быть. Или какая-то история, которая, знаете, как вы не закончили, какой-то гештальт вы не закрыли, и вам придется договариваться у кого-то и так. Или ваше дело, которое оно для вас очень важно. Вот чтобы получить какой-то конкретный результат. И у нас про результат 2 карты выпало. Но это нужно делать в обход своих эмоций. Давайте идем дальше, посмотрим, что еще. Не бывает чего-то однозначно плохого или однозначно хорошего. Все зависит от нашего восприятия. Поэтому вот у вас как генеральная репетиция, как вы воспринимаете конкретных людей, обстоятельства жизни. Для того, чтобы понимать, что да, на самом деле я могу все вопросы решить. Мне самое главное, не нужно, как устраивать для себя философию, вот эту глубокую на мелком месте, так и для меня совершенно ну, недопустимо где-то расширять конфликт. Не взрастить себе врагов, ведь это в нашей жизни очень важно. Смотрю, что у вас еще совпало. Вот не вижу пока, правда. Все равно перемены будут у вас. Какой-то вопрос, какая-то тема, мои дорогие, получит продолжение. И это вам, скорее всего, нужно какую-то ситуацию изменить. Это жизненно важные перемены, когда в этой колоде совпадают часы. И значит, возможности будут. Поэтому праздник, точнее,
карта праздника вам и выпадает. Нет препятствий как таковых. Перемены и закрытый путь. Может быть, и закрытый путь означает, как человек, который, ну, или вы сами намеревались совершить поездку. А здесь по каким-то причинам либо это может быть отложено, либо какие-то еще обстоятельства, когда вот прямо в данный момент времени не получается либо отправиться куда-то, либо что-то осуществить. Нет, это не то. И совпадений не вижу. С одной стороны, перемены, наверное, у каждого как-то будет это по-своему. Но, а возможная задача этого периода, как закрытый путь, ведь замок может означать еще закрытый путь для какой-то ссоры или закрытый путь для недопонимания, какой-то вопрос окончательно решить, мои дорогие, и буквально закрыть. Хотя у кого-то может это означать как раз, что действуя определенным образом или действуя как прежде, у вас ничего не получится. Вам нужно искать другой путь. И перемены как раз к этому способствуют. Ну, мои дорогие, вот говорят, есть фраза такая: кризис – это всегда возможности. И кто знает, вполне вероятно, может быть, вот я уже вижу, что я в самом начале пропустила. И вы знаете, тут известие и открытое именно письмо, оно означает долгожданная весть от близких. Может быть, это и какая-то история, рядом у нас все-таки разбитое сердце, то, может быть, это какая-то история, которая личная, будут контакты с тем человеком, как я уже сказала, карта просто добавляет этого значения, когда придется договариваться. Договариваться по каким-то, может быть, и материальным вопросам, или обустраивать какое-то дело. Но чаще всего открытое письмо – это какие-то добрые известия. Я могу предположить, что кто-то из вас может как раз закрытый путь поставить табу на какие-то ссоры, пересмотреть себя самого, себя саму, как вы в дальнейшем будете строить это взаимоотношения. Да, может быть, и не обязательно, что это любовная история. Мы можем точно так же сожалеть или долго обдумывать, почему так получилось или произошло какую-то ситуацию по работе. Пока с вами разговариваю, смотрю, что у вас еще совпало. Совпал еще подарок, мои дорогие. Мишка маленький. Это означает подарок. Поэтому какие-то приятности для вас, мои дорогие скорпионы, точно есть и будут. И с другой-то стороны, посмотрите, ничего ж не мешает. Как и паж земли, даже если мы берем на Таро, так и праздник. Ведь больше говорят о каком-то стабильном, спокойном, я бы даже сказала, периоде жизни. И в то же время карты пасьянса говорят, что перемены они есть и они будут. Что-то меняется, может быть, как в пространстве. Смотрю, еще совпадение, мои дорогие скорпионы. Напишите мне. Я не вижу совпадений. И еще. Да. То, что я озвучила, другого не увидела. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.